В отличие от второй части, здесь я не увидела какой-то сильной разницы в графике в начале, однако со временем определенно точно появилось не только огромное количество локаций, а также сама графика стала чуть получше, но это все равно не такой же эффект, как во второй после первой, поэтому все, что связано с графикой, мне не интересно, а вот то, что действительно бросается в глаза, это кат-сцены. Да, эта часть точно является родоначальником долгих кат-сцен. Я уже предчувствую, что будет в 4-й и в 5-й, и уже понятно, что это только начало. Пока мы обсуждали с ребятами, что же такого интересного в 3-й, и все как один говорили, что это по большей части ностальгия. Когда тебе 10 лет, ты играешь за молодого, брутального Данте, горячая молодая кровь требует боя, и тогда, в те далекие времена, это было потрясающе. Однако у меня никакой ностальгии нет, и именно поэтому я смотрю на 3-ю часть так же, как на все остальные. 3-я стала самой запутанной и мозговыносящей своими тропами. Почти вся игра происходит в башне, и во время прохождения она крутится, и после того, как ты поменял этажи, ушел в Канзас через Арзамас, то понять, где ты находишься и что ты делаешь, крайне сложно. У меня это не вызывало какого-либо интереса, даже наоборот. Именно от этих непонятных блужданий я и уставала. Абсолютно точно не самая моя любимая часть, учитывая плутание, молодого Данте с его странными шуточками, и Виргилий мне напоминал Учхо Соске. Если перекрасить его, то они даже похожи. Не знаю, что такого интересного в нем нашли. Несмотря на эти моменты, 3-я мне очень понравилась. Боссы стали намного интереснее, масштабнее. Не все, но многие. Увидев коня, я сразу вспомнила повозку в Dark Souls 2. Но самый главный отец года — это, конечно же, клоун. Во-первых, он страшный. Во-вторых, он жуткий. В-третьих, его шар еще страшнее и криповее, чем он сам. Единственное, я почему-то думала, что с ним будет какая-то супер-дупер схватка, а в итоге все бои были одинаковые, начиная со второго, и ты просто проходишь мимо. И все. Самой любимой локацией стали бесстрашные врата. Вообще, я фанат таких неопределенных локаций, в котором есть все и ничего одновременно, и которые являются своего рода коридором между твоим сознательным и бессознательным. Наверняка вы видели такие фишки в фильмах, мультфильмах или аниме, где герои находятся в каком-то странном месте и пытаются прийти в себя. Вот такие локации для меня самые интересные. У меня почему-то всплыли вьетнамские флешбеки в предпоследней серии Код Гиас, когда Лелуш со своим дружочком находились в локации с отцом. Вот такая картина всплыла. Надо ее пересмотреть. Именно в этой части мы узнаем предысторию взаимоотношений Данте и его брата Виргилия, однако их покажут какими-то обрывками, и что там на самом деле происходит, пока непонятно. Зато понятно, что происходит здесь. Я позабочусь о нем. Она мне тоже не понравилась, мне вообще здесь никто не понравился, но то, как джентльмен Данте повел себя с дамой, я растаяла. Данте здесь вызывает двоякие чувства, его пафос мне больше понравился в первой игре, а здесь, учитывая его возраст и горячую кровь, он ведет себя как... Малолетние дебилы. Это малолетние дебилы. Да, ну и понятно, возраст, все дела. Однако я жду секси Данте в 5-й части. Собственно, ради нее все это и проходилось. И я не поняла, почему именно здесь убрали название босса во время битвы. То есть вначале оно указано, а потом нет. А с чем связано такое урезание букв? Я понимаю, сделать меньше оружия, это и анимация, и рисовка, но тут просто буковки. Именно сюжеты драмы так сильно порадовали мое девичье сердечко. Однако, что вид в режиме Данте, что мобы немногие, но все же боссы не задали какой-то вау-эффект от увиденного. Самые интересные диалоги для меня были именно с клоуном. Немного юмора и такие криповенькие анимации хотелось пересматривать и пересматривать. Но те же разговоры у Виргилия с Данте у меня не вызывали вообще никакого интереса. Однако вся сюжетная линия со всеми кат-сценами и диалогами действительно лучше всех из 3 частей. Хотя на самом деле я вам всем вру. Единственная причина, почему я люблю эту часть, это... 10 из 10. Нет, серьезно, я искренне считаю, что этот горе-стриптиз сделал свое дело. Самое бесявое, что здесь было, так это рычаги, потому что именно на них я и потерялась. В первый раз в самом начале с дверьми, а потом уже именно с рычагов, потому что там меняются комнаты, появляются какие-то новые, и ты уже не помнишь по окончанию этих комнат, куда тебе идти, если ты вдруг нечаянно повернул рычаг 2 раза в другую сторону и не запомнил этого. Если у вас, например, феноменальная память, то, конечно, вам такие приключения
не грозят. Однако для большинства людей это были абсолютно тупиковые локации, из которых нет выхода. Очень и очень много локаций сделали именно здесь. Спустя 2 часа я уже не могла уследить за всеми, которые были, и у тебя начинается расфокусировка внимания. Да, башня-то одна, но локации тут пруд-пруди. Под конец мне уже было все равно, где мы, главное добраться до конца. Хорошо, что сделали бесстрашные врата, я хоть пришла в себя. Еще я помню, что меня бесили квадратики, это уже ближе к концу игры, проход к боссу, однако сколько я здесь падала, даже не сосчитать. Если не брать в расчет такие моменты, то Devil May Cry прекрасен, но, как вы понимаете, я не смогу выкинуть их из головы. То ли потому, что это была 3-я часть подряд, то ли потому, что это просто неинтересно, но все, что связано с получением и улучшением навыков, меня настолько не заботило, что я даже не могу описать, насколько сильно мне было все равно. И я вообще обалдела, когда узнала, что, например, тот же двойной прыжок надо изучать под каждое оружие. Ну, такого я еще не видела. Мало того, что хотя бы обычного прыжка даже нет, так ты должен одни и те же действия изучать несколько раз, потому что оружие-то у тебя несколько. А в штанах он 2 хера держит. Это действительно странно, но что только не придумаешь 200 лет назад. Может сложиться мнение, что для меня игра стала какой-то отвратительной, однако нет, мои дорогие диванные эксперты. Однако я признаю, что для меня именно здесь всяких неприятных идиотий моментов стало намного больше, и особенно был шок, что именно эту часть так любят мужчины. Да, на вкус и цвет товарищей нет, и ностальгия действительно вещь сильная, но я в ней не участвую, по крайней мере с плачущим мужичком. Здесь есть русская озвучка, она расходилась с текстом, но мне понравился голос мальчика, который озвучивал Данте, очень приятный. В самом конце уже, когда идут титры, мне очень понравилось, что мы еще якобы продолжаем игру, хотя уже по факту нет. Все равно приятное чувство, будто ты еще находишься в процессе. Уже ближе к концу в моей любимой локации снова надо будет перепроходить боссов, и это странно. Я понимаю, был бы он, например, как во втором, один такой большой мутант, а тут ты просто делаешь одно и то же с одними и теми же боссами, и так и непонятно, это какой-то омут памяти или что это вообще такое, почему они опять все здесь. Я и говорю, что именно здесь мне очень многие вещи просто непонятны. Они не хорошие и не плохие, а просто непонятны. Я не знаю, что будет в последующих частях, но я очень надеюсь на 5-ю. И я уже вижу себя довольной и счастливой, проходя последнюю часть, и очень хочу, чтобы мои ожидания оправдались.